Всем привет! Кроме мотопутешествий, я интересуюсь историей, в частности, историей военной, поэтому обычно я стараюсь совместить эти два увлечения. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как мы с товарищем ездили на Онегу в поисках финского бункера. Поехали! Об этих сооружениях я узнал относительно недавно, и когда у нас с другом зашел разговор о том, куда сгонять на пару свободных дней, чтобы не особенно далеко, но интересно, идея посетить заброшенную финскую крепость сразу возникла у меня в голове. Встречаемся на заправке ПТК, первой от Питера на Мурманском шоссе. Ехать недолго, порядка 350 километров. Сначала до Ладейного поля, потом отворачиваем на Подпорожье, а потом до поселка Вознесение, который находится на крайнем северо-востоке Ленинградской области, в месте, где река Свирь вытекает из Онежского озера. Между Ладейным полем и Подпорожьем справа от дороги натыкаемся на финское бетонное убежище. Подобные сооружения нам уже встречались в Финляндии, когда несколько лет назад мы посещали линию Салпа. Тут, собственно, просто ничего не осталось. Не, ничего. Просто бетонный колпак. То есть когда-то дверь была броневая, я так понял. Да, он дымоход. Печка, да, у них же печки, нары там были. Вот. Ну, помним, как это все. Через 90 километров въезжаем в Вознесение. И наша цель находится на другом берегу Свири. Перебраться туда можно только на пароме, который каждый час курсирует между берегами. Встаем в очередь. Машина, по-моему, 170 рублей. Так он тоже сказал. Не знаю, с мотика сколько возьмут, может меньше. Паром причалил, разгрузился, и вот мы уже неторопливо пересекаем Свирь, любуясь видами на Онегу. Ценник на перевоз мотоцикла очень порадовал, всего лишь 60 рублей, за автомобиль 170. Перебрались быстро, река здесь не очень широкая, и минут через 10 мы достигли противоположного берега. До нашей цели осталось совсем немного, фактически она находится в самом поселке, на окраине. Так, навигатор, ну-ка найди нам. Поехали, 3 километра. 10 минут, и вот мы уже паркуемся около поросшей лесом скалы. Судя по всему, это здесь. Вот в этой скале все есть. Ну что, пошли? Бункер маршала Маннергейма. Да, он самый. Только при ближайшем рассмотрении становится заметно, что скала местами рукотворная. Из, казалось бы, дикого камня торчат арматуры и болты. Вершину скалы венчает наблюдательный бронекупол, утопленный в замшелой бетонной глыбе. Рядом люк, беремся за фонарики и спускаемся внутрь. Здесь довольно тесно, в люках двоим не развернуться. Оказывается, под куполом лестницы опускаются еще на 3 этажа. Осторожно двигаемся вниз. Нормально? Оборонительные сооружения в Южной Карелии Финляндия начала строить в 1942 году в надежде застолбить за собой все здешние земли. При строительстве были учтены ошибки, допущенные на линии Маннергейма, и финны не без оснований полагали, что новая крепость станет практически неприступной. Если бы не тщательно спланированная и блестяще проведенная летом 1944 года Выборгско-Петрозаводская наступательная операция, штурм этих укреплений мог бы стоить нам очень большой крови. Вот здесь вот сидишь, когда все понятно. Да, здесь орудие артиллерийское. Ну вот, сектор обстрела, прямо хорошо видно. То есть, чтобы можно доворачивать было горизонтально ствол орудия. Крепость в поселке Вознесение в финских документах получила название Глаз Росомахи. Она является уникальным сооружением в европейской части России. Похожее есть только севернее, в Медвежьегорске. Поскольку финские войска оставили его практически без боя, сооружение сохранилось почти в первозданном виде. Подорван только один каземат, но даже после этого он доступен для осмотра. А вот и амбразура, похоже. Да, здесь все серьезно. Разнесли. И вот подрывали где-то тут. Потому что, видишь, наверх все вылетело. Местные энтузиасты пытаются сохранить крепость, но сказывается недостаток средств. Это видно. В любом случае здесь установлены добротные лестницы, подобие информационного стенда, и нет обычной для таких мест помойки. И то хорошо. Фу, в общем, слезли мы наконец-то с этой горы.
Честно сказать, я не ожидал такого. Очень здорово. Прям Классно. впечатлило, да. И такая вроде бы объект небольшой сам по себе, но так все сделано так серьезно, очень основательно, да. Вгрызались в гранит. Тут, если вот просто немножко понимать, как все это работает, то есть если глянуть, как они ко всему готовились, но это было бы сложное такое место для наших. Ну, в общем, слава богу, не случилось. И радует, кстати, что практически не тронуто, а добрые люди еще и кое-где лестницы подделали. То есть, в принципе, кто хочет познакомиться, тут есть что посмотреть. Да. Рекомендуем. Пора отправляться к месту ночлега. Километрах в 15 от Вознесения в деревне Щелейки мы сняли вполне бюджетный номер. Вечер добрый. Мы тут местечко бронировали. Да, 700 рублей. Распаковались, переоделись и отправились полюбоваться на вечернюю Онегу. Ну, сегодня был хороший день. Отлично. Прокатились, посмотрели. В Вытегру, кстати, рекомендую. Там музей подводной лодкой есть. В Вытегре. Ну, давайте в следующий раз. Ну, за планы. Да. Фу. Вот так, уважаемые. Утром решили посмотреть деревянную церковь, стоящую недалеко. У местных узнали, что она не действует и после реставрации закрыта, но можно подняться на звонницу, поскольку там нет замка. Мы аккуратно забрались наверх и несколько минут наслаждались шикарными видами на Онежское озеро. Церковь очень старая, но когда стоишь рядом, видно, что за ней ухаживают. Можно разглядеть обновленную резную кровлю, свежие венцы сруба, установленные взамен пришедших в негодность. Внизу нашли несколько старинных могильных плит. Я его 37 лет. Умер человек. Это же из камня, из местного высечено, а? Дальше наш путь лежит по берегу Онеги в Карелию через Петрозаводск и домой. Дорога – плотный укатанный грейдер, который периодически выравнивает спецтехника. Местами он настолько плотный, что иногда даже кажется, что едешь по асфальту. В принципе, неплохая грунтовка. Можно ехать смело, даже на чопере. Слушай, мне кажется, или здесь асфальт? По сторонам дороги часто попадаются каменоломни. Огромный 7- или 9-этажный дом, куча валунов, которые потихонечку растаскивают здоровенные трейлеры. Дорога из грунтовки превращается сначала в разбитый асфальт, а к Петрозаводску становится вполне хорошей. Проехав через Петрозаводск, мы повернули в сторону дома. Ехать оставалось чуть больше 4 часов. Дорога отличная, торопиться некуда. Решили даже ради разнообразия поменяться мотоциклами. Если хочешь сказать спасибо, просто нажми 2 клавиши одновременно. Не-не, просто 2 клавиши 2 пальцами и все. Добрались до Кольцевой уже когда стемнело. На развилке махнули друг другу и разъехались, каждый в свою сторону.